Изолента Лайф. Наша прекрасная Юлечка Мартовалиева, моя коллега по РТ, и как основатель, руководитель, идейный вдохновитель и вообще сердце проекта «Дети войны». И Юлечка вернулась буквально вчера с Донбасса, была в Мариуполе, и поэтому очень-очень хотелось бы из первых уст у Юли вот как узнать, что очевидец там увидел. Юлечка, расскажи, пожалуйста, докуда ты смогла добраться в Мариуполе, и какая там гуманитарная ситуация на данный момент, сколько там людей остается, сколько уже смогло покинуть город? В Мариуполе я была только в 2 районах, это Восточный квартал и левый берег Мариуполя. Ну, туда мы ездили только раздавать хлеб и воду, туда еще никто не заезжал. И города, ну вот то, что я увидела, это разбитый город, абсолютно сожженная, разбитая часть города. В центре города я не была, но я общалась с людьми, люди говорят, что там тоже ситуация катастрофическая, просто там взорванные дома. И вот про драмтеатр они рассказывали как раз, что его взорвали. Причем с драмтеатром там я этого не знала. Люди собирались, оказывается, к драмтеатру практически каждый день и просили своих, ну вот того мэра на тот момент, который был, чтобы он им рассказал, помог им эвакуироваться. И в какой-то момент он им сказал, говорит, извините, говорит, я, говорит, не имею возможности вообще ничего сделать, вся власть передана военным. И вот малейшие новости от этих людей они узнавали там, около драмтеатра, который потом был взорван. Эвакуируются люди в огромном просто количестве. Я знаю, что за 3 дня было эвакуировано 43 тысячи человек, потому что я спрашивала, там просматривала журналы. За весь вот этот период уже около 200 тысяч человек эвакуировано, около 200. Точные цифры все равно мы не можем знать, потому что каждый раз люди прибывают на пункты временного размещения, и их регистрируют. И это занимает некоторое время, ожидание и прочее. Но вокруг Мариуполя-то еще куча поселков, которые тоже оказались, да, у них не разрушены дома, но они оказались в такой же гуманитарной катастрофе, потому что у них заканчивается еда и заканчивается... У кого есть колодцы, люди приходят, берут из этих колодцев воду, а там, где есть многоэтажки, но они остаются без воды. Вода в Мариуполе, кстати, была отключена еще 3 недели назад. И для многоэтажек... этот город без воды, да? Да, 3 недели этот город живет без воды. Поэтому город горит, когда по нему стреляют. Ну, по утверждению самих беженцев, там вот то ли это Азов, то ли это украинская армия, но все-таки больше говорят, что Азов, отступая, стреляют зажигательными кумулятивными снарядами, которые отушить нечем дома, и поэтому дома горят. Да. Слушай, то есть получается, те, которые эвакуируются, они, в принципе, в основном эвакуируются на российскую территорию, правильно? А у них не было другой возможности. 4 дня назад я сама была свидетелем, когда в 8 утра украинская сторона объявила о том, что открыт коридор на Мангуш, Бердянск и Запорожье. Ну, я была удивлена, потому что Мангуш к тому времени уже неделю был под контролем войск ДНР. Бердянск к тому времени уже тоже несколько дней был под контролем ДНР. Я вообще не понимаю, как они собирались эвакуировать людей. Но там порядка 200 человек, наверное, вышло, хотя на Мангуш выходит постоянно, вот целенаправленно, чтобы попасть на Запорожье. И они пытались понять, как им дальше проехать. А там тоже непонятно, как проезжать дальше, потому что там идут боевые действия. И, соответственно, те, кто эвакуируется, они либо на своем транспорте, на своих машинах, да, а у кого машин нет, там помогает российская армия их эвакуировать оттуда, тех, у кого нет своего транспорта. Помогает, автобусы. Помогает, это громко сказано. Дело в том, что поскольку в городе идут бои, да, люди выходят либо пешком сами, в основном это левый берег и Восточный квартал, либо выезжают на собственном транспорте.
доставляют в пункты временного размещения, разворачиваются и едут дальше спасать своих же людей из Мариуполя. А военные едут, те, кто на бронетехнике, если они встречают, и это действительно часто, если они встречают людей в подвалах, и те говорят, что, ну, как бы можно нас забрать, то они их забирают. Всех людей, конечно, не забрать. Я очень много людей, беженцев, видела с военными пайками. Военные реально отдают пайки, свои пайки, чтобы люди могли хоть что-то кушать. Люди 3 недели не видели хлеба. Вообще ни в каком виде. То есть Да, сейчас ужас, конечно. сейчас только начинают продовольствие вот посредством гуманитарной помощи как-то в город проникать, да? Да, но МЧС конвои подготовили, но они тоже еще в центр города, я не знаю сегодня, но вчера они еще не заезжали, гуманитарные конвои. На деревни они пытаются разводить рядом и поселки. Вот Волноваху они еще даже не всю закрыли, там количество гуманитарных конвоев едет без остановки, ну, я даже сосчитать не могу сколько, но все равно не хватает. А воду пытаются подвозить водовозки, но тоже этой воды не хватает. Вот я сама лично ездила, туда еще даже не доехали Волновахи, ни гуманитарный конвой, никто, и мы всю неделю кормили дома, пятиэтажки, за железнодорожным переездом в районе ЖД больницы. Вот перед моим отъездом мы последний раз приезжали. Мы уже точно знаем, что на 2 пятиэтажки нужно 300 литров воды, чтобы они хоть как-то жили. Люди подходят, в очередь встают, и они знают, что им только нужна хлеб и вода. Чудовищно, Ну, конечно. Да, ну это просто, наверное, самое базовое, что можно просить, наверное, о другом-то Ну, просто не даже приходится и думать. когда воды, собственно, нет. Юля, я еще вот что хотела тебя спросить. Наверняка ты видела этот чудовищный ролик, где Гордон, украинский, да, журналист, где он говорит о том, что вот не езжайте в пункты временного размещения в Россию беженцам, да, он говорит, что не езжайте, потому что вас там ждут концлагеря. Вот я дословно не шучу. Наверняка ты видел этот ролик, слышала это его обращение. Я так понимаю, что ты объехала, ну, большинство, если не все, то, наверное, большинство, да, вот этих пунктов временного размещения беженцев. Расскажи, пожалуйста, в каких ты была, да, какие, может быть, самые близкие, и какие там условия, как это все происходит? Ну, вот в Донецкой Народной Республике я была во всех. Я была в Безыменном, это Новоазовский район, это центральный пункт временного размещения. Там несколько помещений, это Дом культуры, это 2 школы, и туда размещают людей, которые только что приехали, они проходят регистрацию, это называется у них фильтрация, вот. Они проверяют, они их ставят на учет, смотрят, у кого есть документы, у кого нет. Дальше подъезжают автобусы без остановок тоже, везут их в круглосуточном режиме до России, до различных точек. Вот. Там есть отопление, там есть еда, там, по крайней мере, никто не стреляет, это правда. Вот. Я не видела, у меня много видео снято там, я не видела, чтобы люди там были недовольны. Те люди, которые говорят, что мы хотели пробраться на территорию Украины, проехать там, нам надо в Польшу, еще куда-то, им точно так же совершенно спокойно объясняют, что вам надо выехать на территорию России, а там дальше вы должны говорить со своими документами, документы у вас на руках, брать билеты, хотите там в Стамбул, хотите еще куда-то, и летите к своим родственникам. То есть, ну, я не знаю, так в концлагере не делают. Вот. Потом в Никольском в последнее время была высокая загруженность, тоже там 2 школы, но там есть отопление, там есть питание, их тоже переписывают, и после этого тоже свозят на безыменные, те, кто хотят, на автобусах едут в Россию. То есть родственники некоторых приезжают, забирают. Хуже ситуация в Мангуше, это 3-й пункт, но там по факту это стихийный стал пункт временного размещения, потому что это 3-й выход из Мариуполя, и там есть свет, там есть еда, но там нет отопления. Они до сих пор не могут подключить отопление. Там потому что какая-то станция была взорвана. Вот. И поэтому сейчас они пытаются закрыть все генераторами, чтобы хотя бы люди были в тепле. Вот. Ну а люди ждут в Мангуше, когда приедут автобусы, и будут их тоже отвозить на безыменное, потому что самый центральный – это Новоазовский район. Угу.
Вот. Как-то так все А выглядит. как долго они могут там находиться, в принципе? Как долго там люди находятся? И какова их судьба дальнейшая? Дальше они надеются вернуться обратно в свой город или они, наоборот, куда-то едут устраиваться? Нет, кто как. Ну, в Мангуше люди находятся до 3-4 суток. Вот, но они спят на кроватях и как бы смотрят новости даже. Вот. А если Никольское брать, то там в первые 2 суток обычно люди проходят. И в Безыменном тоже в первые 2 суток людей регистрируют, и они уезжают. Обычно, ну, большая часть уезжает на Россию, часть остается в Донецке, потому что они все-таки хотят вернуться в Мариуполь, они хотят вернуться в свои дома. И говорит, ну вот, наверное, за неделю все уже закончится, и мы, говорит, сможем увидеть, говорит, там у кого-то остались родственники, много выехало молодых, а старики остались там. В основном Потому что они старики не остались могли, да, в по Мариуполе. состоянию здоровья. Я вот знаю, там кто-то, может быть, парализован, у кого-то там, у кого инсульт, у кого еще что-то. Ой, Юлечка. Да, телефон упал, видимо. Да, Да. поэтому Не, у меня... действительно такая проблема, что многие пожилые люди не могут выехать. Ну, просто по состоянию здоровья они не могут выехать оттуда. Юля, я еще слышала про то, как про детей, про то, как в Мариуполе получается такая ситуация, что дети остаются, ну, практически сами о себе вынуждены заботиться, те, кто потеряли своих родителей. Ой, там много таких детей оказалось. Мы столкнулись, вот мы лично, это Элеонора Михайловна Федоренко, советник главы, она столкнулась, ей позвонили утром и сказали, что в Мангуш вывезли 19 детей. Она мне позвонила и сказала, Юль, ты поедешь со мной? Я говорю, да, поеду. Мы выехали с ней в Мангуш, она смотрит, 17 детей это были из санатория вывезены туберкулезного, и 2 ребенка были отдельно совершенно, находились у одного. Родители не смогли его забрать из Новотроицкого, там в этот момент тоже были бои. А второго ребенка бросила мама с папой. Это из рассказа самого Ильи, ему 13 лет. Мама ему забрала у него телефон и сказала, иди ищи папу. Я сама с ним говорила, и он у меня постоянно на связи. Он говорит, папы там нет. Она его отправила в дом искать папу. В это время они с папой вместе сели на машину и уехали. И мальчик 3 недели жил один, не мог связаться ни с кем. У него не было связи, он спал с собаками, чтобы согреться. Вот. И чем он питался, я даже не знаю. Вот. В санатории эти дети сбились в одну коммуну, распределили свои обязанности. У них была какая-то женщина, их руководство санатория тоже бросило, они уехали. И дети остались одни. Одни в санатории? И в санатории они распределили обязанности. Да, от 4 до 17 лет. Они распределили обязанности. Одна женщина из соседнего дома приходила, им приносила еду. Они эту еду находили, из которой она им готовила. Другие растаскивали стеклопакеты, которые от снарядов разрывались. Девочка одна следила за маленьким ребенком 4-летним, вторая следила за 6-летним мальчиком. И была еще одна. Было еще 2 11-летних мальчика, которые все время следили за костром, чтобы он горел. То есть там они жили, на самом деле, такой коммунный настоящий. Такой, да, то есть они распределили между собой обязанности и практически сами свою жизнедеятельность поддерживали. Фантастика. Да, 3 недели. Да. Но они все выжили, и сейчас они в больнице обследуют. Про выезд беженцев. Вот я так понимаю, что в принципе на украинскую территорию их в принципе там нет такой возможности их выезжать, да, то есть они могут выезжать только на российскую, соответственно, территорию, туда никакие коридоры им не открываются в принципе, да? Ну, я слушала их, и когда они рассказывали, да, они говорят именно так. Во-первых, их никто не предупредил. Они рассказывают, что 24 числа они еще все пошли на работу, и только после того, как они пришли с работы, в обед, по-моему, они начали созваниваться друг с другом и говорят, у нас стреляют везде, практически в каждом районе. И все. И
Они пытались понять, можно ли эвакуироваться, можно ли на скорых выехать, но никто им ничего не говорил. Выехать сами они не могли. Ни в каком количестве они не могли выехать сами. А администрация, да, там мужчина в майке. Простите, сейчас наши мои Нет, ну он в майке Z, так что пусть он присоединяется к разговору и участвует. Это наш, да, это наш спонсор, доктор Лиза просто. Ну, он может Да, присоединиться к нам, он тоже может, я чувствую, много рассказать интересного. Нет, это фонд доктор Лиза, как раз они у нас собирали тут помощь на Донецк. Слушай, а то есть получается администрации города практически не осталось, да? То есть кто-то, кто поддерживал бы жизнь, ну, какую-то организацию жизни города, они все сбежали? Где они все? Они уехали. И их вообще нет на связи, никого полностью. Вот. Остались какие-то депутаты, которые сегодня, по-моему, стали давать комментарии. Все, а мэра нет, вообще никто не знает, кто где находится. То есть они покинули просто свой город, и, в общем, Да. дальше, как оно само Да. будет, так и будет. Но я вот как раз слышала, что один, собственно, вот депутат, который попросил Россию о помощи, и вот помощь была доставлена, собственно, достаточно быстро. А больше никого из администрации, собственно, так и не осталось в городе. Нет, там никого нет. Там даже непонятная ситуация с врачами. Я вот пытаюсь выяснить 2 дня, потому что поехали дети раненые, поехали тяжелые дети в Донецкую больницу. И мы постоянно на связи вместе с Натальей Авиловой, фонд доктор Лиза, с министром здравоохранения ДНР, с зав. Отделением травматологии, с другими. Дети очень тяжелые. Там ранения в плечи, ранения в бедро. Причем загноившиеся раны. Огнестрельные ранения в основном у этих Да, детей? Да. Вот мы вчера только разговаривали, просто меняю чуть-чуть. Вот. Мы вчера только разговаривали, они звонили и говорили: Юля, нужны аппараты Елизарова, нужны аппараты Страйкера, есть ампутации. И там ужасные травмы. Ну, то есть это травма, получается, от бомбежек, от обстрелов, ну, то есть такие чисто... Нет, это... Да, но я вот не знаю, как вот. Ребенка, например, у него прострелено плечо. Конечно, это от обстрела, то есть там пулевое ранение. От обрушений, минно-взрывные травмы, там и ноги, и руки пострадавшие, и все раны практически загноившиеся. Там очень сложные, на самом деле сложные травмы. Я не помню, один, по-моему, сейчас с ампутацией. Но вот мы каждый день на связи. Просто мы решили все между собой, пообщавшись, что мы не будем сейчас называть этих детей, показывать этих детей, потому что и институт Рошаля принимает сейчас раненых детей, потому что это такая выгодная карта, которой всегда все торгуют и показывают. Вот, по крайней мере, я могу про Украину говорить. А их надо спасать. Как минимум вот сейчас эти операции... Врачи даже не спят, они делают операции в таком режиме, что мы в час ночи разговаривали с отделением. И я ему сказала, говорю: Евгений Владимирович, вам надо отдохнуть. Он говорит: Юля, идет, говорит, очень сложный процесс, отдохнем потом. А в какие места они вывозятся, где им оказывается медицинская помощь? То есть, я так понимаю, туда вот в сторону Азовского, в сторону Донецк? Нет, в Донецк, в основном Донецк. В Мангуше тоже больница принимает, но основную на себя удар берет Донецк. Ну, там очень хорошие врачи, они, конечно, с 2014 года очень много чего могут делать, и поэтому они просто там живут, в этих больницах уже. Слушай, а вот как раз я слышала интервью с врачом одной из больниц Донбасса. Вот он как раз говорил о том, что очень многие к нему поступают с травмами во время эвакуации. Ну, то есть по ним стреляют, когда они покидают город, и они получают ранения уже на пути из города, то есть им стреляют в спину. Вот я столкнулась с ситуацией, когда мы ехали, я не видела самораненых людей, я видела машины, расстрелянные машины, когда ты въезжаешь в восточный квартал, мы видели машину
с людьми, которые... Машина подорвалась вместе, я не помню, там сколько человек было, на минном шлагбауме. Они из мин ставили шлагбаумы такие, и ночью выскакивала машина и подорвалась на противотанковой мине, вся сгоревшая. Вторую машину мы сняли полностью расстрелянная. Она была... Там рядом стоял, у нас все тоже снято на видео, пункт теробороны их. Также там машина стояла такая с польскими номерами, расстрелянная. И вот это была загнана за лесопосадку машина. Там детские вещи, мужчины, бабушки, девушки было. То есть мы сами видели вот эти расстрелянные машины. Мы видели, когда подъезжали в сам город, въезжали огромное количество расстрелянных машин. Ни одна, ни две с трупами внутри. Вот. Поэтому, честно говоря, я даже не удивлюсь. Мы сняли целый сюжет про общину, ну не общину, а люди, которые прятались в церкви, и в церковь прилетел танковый снаряд. Один, второй, там 3 было танковых снаряда, один в церковь и 2 рядом с машинами. Мариуполе? Машины просто были. Мариуполь, это все Мариуполь, это левый берег. Машины, я вообще не знаю, как они ездят. Они все настолько были разорванные, разбитые машины. Плюс одна из машин, мы ехали, на ней написано «дети», она вся простреленная насквозь была. Но все выжили там 2 или 3 раненых, но все живые. Слушай, кошмар. Вот как раз показывают, режиссеры поставили видео, ты, может быть, тоже можешь видеть видео Мариуполя, но город, конечно, практически ничего Да, ужас. не осталось. Ну, вот про мэра нашел Мариуполя тут Да. информацию. Мэр Мариуполя, оказывается, уехал из города в Запорожье, и по сообщениям официальных СМИ украинских, сделал это он для того, чтобы оставаться на связи с горожанами. Ну, как бы, потому что в Мариуполе связи нету, поэтому он будет в Запорожье, чтобы мы могли позвонить, как бы сообщить о городских делах. Вот. Ну, Юля вот говорит, что там никакой координации не Ну, проходит. понятно, там, конечно, там уже ничего нет. Ни об эвакуации, ни о чем, собственно, еще. Поэтому там, видишь, и дети живут сами по себе, и люди выбираются кто как может, и то по ним стреляют в спину, и куда только нет. Ясно. Юлечка, спасибо тебе большое. Да, спасибо, Юль, Я большое. Так понимаю, ты скоро да. обратно собираешься. Отдыхайте, потому что, конечно, я думаю, что это эмоционально очень тоже тяжело все, и это, конечно, вы большое дело делаете.